Год назад на карте мира возникло государственное образование с весьма экзотичным руководством. Здесь недалеко. Новый лидер страны – выходец из Аль-Каиды, известный прежде под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Джулани. Еще недавно за его голову США обещали $10 миллионов. Он воевал против американской армии в Ираке и российского контингента в Сирии. В 2017 году армия России отчиталась, что Джулани потерял руку в результате авиаудара российских ВКС. Однако сейчас этот Аль-Джулани на камеру протягивает эту целую совершенно руку и Дональду Трампу, и Владимиру Путину. Он носит строгий костюм и просит называть себя Ахмедом Аш-Шара. Так его звали до вступления в Аль-Каиду. В СМИ он фигурирует как президент Сирии переходного периода. Сегодня поговорим о том, что это за период такой, что вообще происходит в Сирии и как к этому все пришло. Но сначала хочу напомнить про свой проект «Релокац». Теперь он помогает с оформлением ВМЖ, ПМЖ и гражданства. Мы продолжаем расширять географию и ищем надежных партнеров в разных странах, которые помогут с эмиграцией. Если вы такой человек или организация, то приходите. Платите, если не хотите дополнительную рекламу, будете только процент от приходящих к вам с сайта клиентов. Это CPA-модель. Анкета в описании. Ну, начинаем про Сирию. Десять лет назад российская армия, как тогда считалось, спасла действовавший в Сирии режим Башара Асада, ну или Асадов. Речь также шла о его родственниках, его жены и матери. В 2015 году Асады контролировали лишь часть территории на западе страны, плюс пребывавший в блокаде город Дейр-эз-Зор. Остальная страна находилась главным образом под контролем трех сил – Исламского государства, Аль-Каиды и курдских формирований. Асадам тогда помогал Иран, но против них были ключевые ближневосточные игроки – Турция, Катар и Саудовская Аравия. Ну, это, в общем, мы уже много раз об этом говорили. Российское вмешательство дало асадовскому режиму второй шанс, курды, сохранив автономию, признали его власть. Огромное исламское государство ужалось до крохотных анклавов в отдаленных районах сирийской пустыни. А вот сирийским филиалом Аль-Каиды все вышло сложнее. Он менял название, напоказ рвал отношения с основной Аль-Каидой, переживал расколы и брал под свое крыло десятки мелких джихадистских группировок. В конце возникла организация Хаят Тахрир Аш-Шам, которую возглавил нынешний президент Сирии Ахмад Аш-Шара. В 2018 году в Сирии пришли к договору свести боевиков Тахрир Аш-Шам и союзных ей организаций вместе с семьями со всей страны в одну конкретную сирийскую провинцию – Идлиб. Там возникла резервация джихадистов под покровительством Турции. Именно на нее переориентировались бывшие аль-каидисты. В Идлибе под властью Тахрир Аш-Шам проживали до 3 или даже 4 миллионов человек. И Ахмад Аш-Шара, как лидер самой крупной группировки, был вынужден не только думать о джихаде, но и выполнять административно-хозяйственные функции, принимать прагматичные решения. При поддержке Турции он даже создал в Идлибе стабильную экономику. Словом, приобрел навыки госуправления. Боевиков в Идлибе удерживали договоренности Путина с Эрдоганом. Однако на Ближнем Востоке такого рода соглашения действуют только до тех пор, пока стороны считают друг друга сильными. Бесславная война в Украине показала слабость Путина, и Эрдоган дал боевикам добро пойти в наступление против Асада. Турецкий президент давно мечтал о контроле над всем севером Сирии и предполагал реализовать мечту через своих прокси. Однако, по всей видимости, Эрдоган не рассчитывал, что сирийская армия не просто отступит, а побросает оружие и просто разбежится. Почему же так вышло? Асады, получившие в 2015 году от России второй шанс, использовали его своеобразно. С головой окунулись в клановые войны и торговлю наркотиками. В 2016 году умерла мать Башара Асада, последний человек, чей авторитет признавали все кланы во власти. И понеслось. В Сирии по беспределу раскулачивали крупнейшего бизнесмена страны и кузена Башара Асада, Рами Махлуфа. Стояли за этим жена Башара и ее родня. У нас эти события не столь известны, но для Ближнего Востока это скандал похлеще дворца Путина. Уж больно ярко свидетельствовал он об эрозии режима. Еще хуже стало, когда режим полностью забил на собственную армию. Забил настолько, что младший брат Башара, генерал Махар Асад, превратил свою дивизию в картель и наводнил Ближний Восток наркотиком каптагоном, разновидностью метамфетамина. Плюс разругался с другими военачальниками. За 10 лет сирийская армия катастрофически деградировала. Если в 2015 году лояльные Асадом части могли держать оборону даже в окружении,
то в 1924 году превратились в неорганизованную толпу вооруженных людей без мотивации и дисциплины. Да еще и приученных к мысли, что в случае чего вместо них воевать будут россияне, иранцы и проиранские группировки. Чего в итоге не случилось. Российская армия целиком завязла в Украине, а проиранские силы огребли по полной от Израиля. В конце 24-го, когда из Идлиба двинулись силы Тахрир аш-Шам, он без труда овладел многомиллионным Алеппо. Молниеносно силы эти прошли через Хаму, Хомс и вышли на Дамаск. Асады бежали в Москву, а лидер группировки 8 декабря стал новым главой Сирии. Продолжим это обсуждать все после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Уже больше 100 лет США – первая экономика мира. Изменить это положение не так уж и легко, как бы Трамп ни старался. Ведь США – это прежде всего место, куда люди приезжают зарабатывать. Устраиваются в крупные компании, открывают бизнес без страха, что его отожмут. Свободных ниш там полно. Не обязательно строить прям Google или Теслу. Даже небольшие бизнесы процветают, потому что рынок платежеспособный. Но нужно сперва туда переехать. Существует множество путей, и среди них, возможно, найдется подходящий именно для вас. Обратитесь в компанию «Мигратор», чтобы узнать свои шансы. Это совершенно бесплатно. «Мигратор» помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визы в США. Среди их клиентов есть и зрители моего канала. «Мигратор» уже более года у нас рекламируется. На первой же консультации вам сразу скажут, можете ли вы получить визу. Приукрашивать реальность, чтобы продать услуги, не будут. В договоре прописана гарантия возврата средств, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, компания вернет деньги в полном объеме. То есть «Мигратор» берет ответственность за результат. Такое случается редко. У «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что ими занимаются опытные адвокаты со стажем от 15 лет. Среди них, кстати, немало русскоязычных. Это большой плюс. Не возникнет недопонимания при обсуждении бюрократических деталей. Для талантливых людей, блогеров, стендаперов, фотографов, «Мигратор» тоже предлагает пиар-поддержку, чтобы сделать ваш кейс сильнее и добавить доказательств вашей экспертности, если их вдруг не хватает. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте свои достижения, просто попробуйте и переезжайте без стресса и с комфортом. Начав наступление из Идлиба, аш-Шараа принял весьма прагматичное решение – не воевать с теми, с кем можно не воевать. Он дал возможность российскому контингенту без боя отойти на авиабазу Хмеймим и к пункту материально-технического обеспечения флота Тартусу. Эти два объекта до сих пор остаются под контролем России. Также аш-Шараа уклонился от боестолкновений с Израилем. После падения асадов израильская авиация стала методично выносить сирийские склады вооружений и боеприпасов, а также флот и другие военные объекты, чтобы те не достались джихадистам. Сухопутные части армии обороны Израиля вошли в юго-западные районы Сирии со стороны Голландских высот. Аш-Шараа выразил недовольство, но ввязываться в войну с Израилем не стал. И с Россией тоже. Вместо этого он запустил пропагандистскую кампанию, нацеленную на сирийские меньшинства. Суть кампании – обещание быть терпимым ко всем национальностям и религиям. Это сейчас для Сирии главный вопрос. Ведь, по сути, единственной положительной чертой рухнувшего режима асадов были светскость и опека над меньшинствами, всеми кроме курдов. Но и этого было достаточно, чтобы называть прогнившую асадовскую диктатуру меньшим злом в сравнении со всякими джихадистами. За 13 лет гражданской войны в Сирии на территории, контролируемой джихадистами, они произвели геноцид езидов. Там убивали друзов, курдов, ассирийцев, христиан, мусульман-шиитов, а также алавитов, которым принадлежала семья асадов. Показательно убивали и гомосексуалов. Падение светской диктатуры асадов могло открыть путь к новому витку массового насилия и убийств. Однако новый президент аш-Шараа пообещал, что международная общественность увидит то, чего не видела прежде. Джихадисты построят инклюзивное государство с человеческим лицом. На первом этапе обещания сдержать не удавалось. На западном побережье Сирии началась резня алавитов. Погибли тысячи людей. Сотни тысяч вынужденно покинули свои дома. Пик убийств пришелся на март 25-го. Мир облетели чудовищные кадры расправ, которые с гордостью снимали сами же палачи. Убивали и женщин, и детей.
Лично Аш-Шаара, скорее всего, приказов кого-либо убивать не отдавал, хотя однозначно утверждать такое нельзя. Однако убийцы формально находились в подчинении нового лидера Сирии. Когда началась резня, Аш-Шаара пытался эти события заболтать. Дескать, речь о вооруженных столкновениях между представителями новой и старой власти. Происходят, мол, взаимные акты насилия. И такие столкновения действительно были. В перестрелках между сторонниками и противниками нового правительства погибли около 300 человек. Но это никак не оправдывает убийство тысяч безоружных. В дальнейшем Аш-Шаара обещал найти и наказать виновных, но обещания эти толком не были реализованы. В ходе разбирательств раз за разом оказывается, что никто ничего не знает, имена преступников установить невозможно и так далее. При этом в Сирии пока не воплотился самый страшный из возможных сценариев – война всех против всех. В свержении режима Асада участвовали различные группировки, и было неизвестно, в каких отношениях они окажутся после победы. Да и те же Тахрир аш-Шам представляет собой зонтичную структуру, состоящую из десятков вооруженных организаций, некоторые из которых дробятся на еще более мелкие радикальные группировки. В худшем варианте они могли сцепиться друг с другом в борьбе за власть, и гражданская война в Сирии вышла бы на новый уровень. Однако этого не произошло. Вспышки насилия случаются, но носят локальный характер. В этом году около 1500 человек погибли в столкновении между друзами и арабами-бедуинами на юге Сирии. В это вмешался Израиль, где есть большое друзское население, и как-то это дело остановилось. Никак нельзя сказать, что в Сирии не льется кровь, но и войны всех против всех тоже не случилось. Связано это с большими изменениями, которые произошли за пределами Сирии. В прошлые годы главными двигателями и спонсорами сирийской гражданской войны, помимо Турции, были Катар и Саудовская Аравия. Эти монархии скупали советское оружие, массово вербовали и доставляли в Сирию отъявленных головорезов. Делали ставку на самые радикальные формы ислама. Между собой жестко конкурировали катарский и саудовский проекты мирового исламского халифата, а Сирия воспринималась как факел, способный поджечь весь мусульманский мир от Северной Африки до постсоветских республик Центральной Азии. Прокатарские и просаудовские боевики массово убивали в Сирии как неверных, так и друг друга. Однако в случае с Катаром и Саудовской Аравией бабло победило зло. К сегодняшнему дню монархи этих стран уже подуспокоились, пришли к мысли, что лучше красиво жить, чем бороться за то, чтобы человечество дружно зажило по шариату. Особенно заметны изменения в Саудовской Аравии. Страна открывается туристам, женщины получают права, архитекторы рисуют мегапроекты новых городов, скоро там состоится чемпионат мира по футболу, а в Катаре он уже был. Для террористической деятельности нужна бесперебойная финансовая и идеологическая подпитка. А без нее есть шанс на дерадикализацию. Теперешняя Сирия ориентирована в основном на эрдогановскую Турцию, а у той внешняя политика все же в большей степени имперская, чем ультрарелигиозная. В январе 25-го в Дамаске прошла конференция «Победы сирийской революции», где лидеры антиасадовских группировок фактически воссоздали государство заново. На конференции приняли новую конституцию, временную, на переходный период, и установили президентскую республику. С декабря 24 по март 25 действовало первое переходное правительство. В марте в Сирии отменили должность премьер-министра, и возникло второе переходное правительство, которое возглавил президент Аш-Шаара. В новом кабинете министров оказались представители 4 меньшинств – алавит, друз, курд и христианка. Министром труда и социальных дел назначили женщину. Правда, из 23 министров она единственная. Снова заработал аэропорт Дамаска, который долгое время был закрыт из-за войны. А в столице недавно впервые дали электричество на 24 часа. Такого в Дамаске не было с 2011-го. Во второй половине этого года Аш-Шаара и новые сирийские власти окончательно легитимизировались для остального мира. Летом США и ЕС сняли с сирийского правительства санкции. Ограничения эти были наложены еще в 2011-м, во время арабской весны и начала гражданской войны, и были очень суровыми. Полное эмбарго, заморозка активов и далее по знакомому списку. В сентябре Аш-Шаара выступил на Генассамблее ООН. До этого лидер Сирии выступал там аж в 1967 году последний раз. В начале ноября Совбез ООН снял с Аш-Шаара персональные санкции, которые тот заработал, пока был боевиком.
Ну а через несколько дней временного президента Сирии принял в овальном кабинете президент Дональд Трамп. Это, конечно, знаменательный поворот событий. Всего-то год назад США предлагали за поимку нынешнего лидера страны награду в $10 миллионов. Встреча Трампа с Аш-Шара прошла хорошо. Трамп сирийского президента хвалил, все остались довольны. В конце Трамп попшикал на гостя парфюмом и передал флакон для его жены, уточнив, сколько у Аш-Шара вообще жен. Тот сказал, что одна жена у него. Аш-Шара успел объездить и множество соседних арабских стран тоже. А еще недавно приезжал в Москву, где встретился с Путиным, главным союзником Башара Асада и, соответственно, своим бывшим врагом. Словом, главной дипломатической цели новый президент добился. Санкции сняты, отношения налаживаются, правительство признано. Каких-то серьезных противников у нового сирийского правительства нет. Кроме разве что Израиля, о котором мы сейчас еще поговорим. Конституция Сирии номинально временная, и Аш-Шара временный президент. Подразумевается, что в какой-то момент Сирия станет демократией, с выборами, с политической борьбой и с прочими характерными атрибутами. Случится ли такое – большой вопрос. На потенциальное строительство демократии временное правительство выделило себе немало времени. Нынешняя конституция будет действовать 5 лет. Тем не менее, первый признак демократии обрисовался меньше, чем через год после падения предыдущего режима. В Сирии прошли выборы. Для этих широт выборы дело не такое уж и обычное. Они получили не очень много внимания в паблике. И избирали, оказывается, целый новый парламент, согласно новой конституции. Но отсутствие должного внимания к выборам становится вполне понятным, если посмотреть, как они вообще прошли. Во временной конституции сказано, что есть не только сильный президент, но и парламент. Парламент избрали в начале октября, но с массой нюансов. Во-первых, всеобщего голосования не было. Объясняют это тем, что из-за прошедшей войны и всеобщего хаоса у людей нет документов, а многие и вовсе остаются за границей в статусе беженцев. Поэтому придумали громоздкий, многоступенчатый процесс. Правительство Аш-Шара создало Центр избирком, тот назначил людей в региональные советы, которые создали советы местные, и вот уже эти люди выбирали депутатов. Более того, избирали только 2/3 парламента, а оставшуюся часть Аш-Шара вообще назначает сам. То есть фактически весь парламент назначает сам президент. Часть напрямую, часть окольными путями. Когда парламент соберется на заседание и что будет делать, пока не ясно. Да и те депутаты, которых президент выбирает лично, пока не назначены. Словом, подлинной демократии на нынешний момент не наблюдается и не ожидается. Ну, впрочем, это для региона не новость. Сирийский регион, где Аш-Шара не в фаворе, Курдистан, на северо-востоке страны. Там живут курды, народ без собственного государства, который также рассредоточен в Турции, Ираке и Иране. Автономная администрация Курдистана – главное, что есть у курдов, и местная армия защищает свою независимость. На январскую конференцию победителей представители курдов не приехали, что было сильно заметно, ведь их армия – одна из крупнейших в Сирии. Спустя какое-то время Аш-Шара все-таки подписал с представителями Курдистана соглашение, в котором обозначено важное – интеграция в сирийское правительство и сирийскую армию. Однако процесс застопорился с самого начала. Представители курдов заявили, что в новом правительстве слишком много бывших членов Тахрир аш-Шам и сторонников Аш-Шара, а их такое не устраивает. Еще больше осложняет ситуацию то, что курдов жутко не любит Реджеп Эрдоган, который является одним из важнейших спонсоров Тахрир аш-Шам. Эрдоган жестко давит курдское национальное самосознание в границах своей страны, и какая-то власть курдов за границами Турции для него тоже угроза. В итоге ситуация не разрешается до сих пор. Стычки между новым правительством Сирии и никуда не девшейся курдской армией продолжаются весь год. И, конечно, крупная проблема для Сирии из числа ближайших соседей – это Израиль. Израиль еще с войны 1967 года занимает Голландские высоты – регион на границе двух стран. В самом Израиле приняли закон об аннексии и считают высоты своими. Сирия же утверждает, что территория оккупирована. На это еще ничего, вроде бы. Конфликт давно заморожен, никто не ожидает, что Израиль кому-то что-то отдаст. Проблема в том, что после падения Асада Израиль неожиданно пошел дальше, захватил еще немного земли в буферной зоне и заодно разбомбил оставшиеся в стране базы бывшей сирийской армии. Логика в этом была такая. Непонятно было, кто придет к власти. Израиль опасался, что правительство будет ему враждебно, и на всякий случай лишил его армии и вооруженных сил. Также Израиль поддержал еще одну этническую группу, конфликтующую с сирийским правительством – друзов, которые живут как в Сирии, так и в Израиле. Причем в Израиле они довольно влиятельны и служат в израильской армии.
Ответить на это Аш-Шара не может. Да, не любить Израиль для него, конечно, святое дело. Но вступать сейчас в конфронтацию с Израилем для новой Сирии абсолютно неприемлемо. Ее вооруженные силы очень новые и слабы. Никаких ВВС у Сирии больше нет. Противостоять армии Израиля им нечем. Тем более, наблюдалось, что Израиль сделал со своими врагами за последнее время. Вряд ли кто-то хочет повторить. Поэтому Аш-Шара и новые власти ограничились глубоким осуждением Израиля и просьбой от них отстать. Дональд Трамп, кстати, говорил, что Сирии неплохо бы присоединиться к соглашениям Авраама, то есть нормализовать с Израилем дипломатические отношения. Аш-Шара уже ответил, что по вышеперечисленным причинам в планах пока такого пункта нет. Но это обсуждается вообще-то. За пределами Сирии самым заметным последствием долгой гражданской войны стал огромный поток беженцев, уехавших в Турцию и Европу. Постепенно, со скрипом, эти люди начинают возвращаться домой. Более того, на данном этапе одна из главных задач Реджепа Эрдогана – добиться, чтобы миллионы сирийских беженцев переехали из Турции обратно в Сирию. В прошлые годы Эрдоган использовал этих людей как инструмент давления в переговорах с Европой. Мол, или вы мне деньги, или я вам миллионы беженцев. Параллельно турецкие власти неплохо зарабатывали на переправке сирийцев через Средиземное море. Но сейчас миллионы беженцев стали слишком тяжелым бременем для турецкой экономики, и Турция хотела бы, чтобы они вернулись домой. Как пишет офис комиссара ООН по делам беженцев, к сентябрю из-за границы в Сирию вернулись уже 1 миллион человек. За границей остаются еще 4,5 миллиона. Однако те, кто возвращаются, приезжают в родные места и обнаруживают там по-прежнему разрушенные дома, еле функционирующую экономику и общую разруху. Так что же дальше? Взглянем на карту теперешней Сирии. Северо-восток контролируют курды, точнее, сирийские демократические силы, где курды являются далеко не единственным, но главным политическим актором. На севере часть территории занимают протурецкая организация, так называемая Сирийская национальная армия. Это конгломерат из десятков отрядов боевиков, которые находятся под управлением силовых органов эрдогановской Турции и используются Турцией, в том числе как инструмент сдерживания курдов. На востоке страны все еще шастают банды исламского государства. Оно для Сирии как аутоиммунное заболевание. Его проявление можно купировать, но не излечить. Чуть что, они снова проявляют себя. На юго-востоке расположена американская военная база Эт-Танф, окруженная зоной, которую держат проамериканские группировки. На востоке российская авиабаза Хмеймим и морской пункт обеспечения Тартус. Там нашла убежище во время резни часть алавитов. Причем заинтересованность в сохранении российского присутствия активно выражал Израиль в противовес эрдогановской Турции. Сам же Израиль контролирует районы на юге Сирии, где под опекой еврейского государства оказались местные друзы. Сирийский лидер Аш-Шара не так давно приглашал туда российскую армию. Расчет, очевидно, был на то, чтобы она столкнулась с израильской. Но, конечно, такого не будет. Пока дело ограничилось кратковременным визитом российской делегации. Также на юге Сирии есть регион с центром в городе Эс-Сувейда, который контролирует самостоятельное формирование друзов. На полях заметим, что в 1924 году даже друзы не стали воевать за асадов и вышли на митинг против их власти. И это при том, что религия прямо предписывает друзам защищать власть, а джихадисты представляют для них смертельную опасность. Асадам нужно было очень постараться, чтобы потерять лояльность друзов, но они и это сумели. Правда, и новое правительство особой лояльности от этого меньшинства не получило. Все остальное, помимо уже названных территорий, это де-факто и есть сирийское государство после Асада, с новым флагом, правительством и протурецкой ориентацией. События конца 1924 года вызвали огромную тревогу. Казалось, и не без оснований, что страна из одного ада превратилась в еще больший ад. Сейчас пост-асадовская Сирия вызывает смешанные чувства. Большой скепсис насчет нового правительства и одновременно осторожную надежду. А вдруг что-то путное и выйдет из этого всего? Шансы на это есть. Но пока главным остается вопрос, как при новой власти будут существовать люди разных конфессий и национальностей, которых лишь с большой натяжкой можно назвать сирийским народом. И начнется ли новая резня? Не станет ли Сирия снова базой для террористов со всего мира и площадкой для выяснения отношений между Саудовской Аравией, Катаром, Турцией, Ираном, Израилем, Россией, Соединенными Штатами и еще целой кучей государств? Будем надеяться, что не станет. И что в этой стране все же наступит мир, которого не было последние 14 лет. До завтра.